Всем привет! Вы на канале Дела Мастера Боится. В этом видео расскажу вам о первых поломках культиватора, мотокультиватора Alleomac RH197RK. Я рассказывал в прошлом видео о том, как его собрать, как им пахать. И вот прошло 2 года и появились первые поломки, их необходимо устранять. Итак, начнем. Последняя моя культивация была по тяжелой, непаханной, заросшей травой земле, поэтому мотокультиватор подвергся большим нагрузкам. И одна из этих нагрузок привела к поломке сошника. Мне пришлось быстренько выкручивать ситуации, потому как сварки под рукой не было. Поэтому я просто укоротил его. Но это, конечно, способствовало худшему качеству вспашки. Такой кусочек откололся от сошника. Здесь видно, что был небольшой брак. Вот здесь видно металла. Видать, он уже был натреснутый. Или качество металла не очень хорошее у этого элемента. Вот так я вышел с ситуации и поставил его на ближайшее отверстие, которое было рядом. Но мне этой высоты очень не хватало, так как я имею высокий рост, и мне нужно, чтобы этот сошник опускался еще как минимум на 10 сантиметров, которые мне очень не хватало. Второй проблемой было то, что при включении скорости я вдруг почувствовал, что рычаг не реагирует ни на повороты ни влево, ни вправо, и я решил разобраться, в чем же проблема. Сняв защитную крышку возле рычага переключения скоростей, я увидел, что здесь, как видно, оторван упор рычага переключения скоростей. Вот он так выглядит, и эта часть должна упираться в приваренный палец. Будем тоже его приваривать. При этом предварительно необходимо будет снять эту всю ручку сбоя, чтобы не загорелся двигатель. Итак, для ремонта этих поломок нам понадобится электродуговая сварка, потому что у меня пока другой нет. У меня есть сварочный инвертор, электроды, у меня 3, маска хамелеон и набор ключей, головок для снятия запчастей мотокультиватора. Когда все это есть, можно приступить. Для того, чтобы приварить шток упора рычага переключения передач, необходимо снять ручку со всей рамой. Для этого используем ключ на 10 и начнем снимать. Необходимо открутить 4 болта. Здесь они такого плана, примерно 3 сантиметра в длину. И можно снимать. Провода я пока не буду отсоединять и тросики, потому что мне, в принципе, можно будет, даже не снимая их, приварить эту часть на земле. Сняв верхнюю часть рамы, мы получаем доступ к коробке передач. Она имеет такой внешний вид. Видно, что выработки почти нет. Здесь где-то обычная крышка. И у меня здесь постоянно подтекало масло. Это потому, что плохо была она затянута. Поэтому регулярно подтягивайте эти болты, для того, чтобы масло не убрасывалось наружу. На верхней крышке коробки передач есть такое небольшое отверстие. Оно служит для вентиляции картера коробки передач, и для того, чтобы масло не продавило прокладку, если оно забьется. Поэтому следите за его чистотой. Для облегчения работы снимем рычаг переключения передач в сборе. Для этого внизу здесь вынимаем плинт. И после этого, вынув шток, он поднимается вверх. Рычаг. Вот рычаг в руках вместе с оторванным пальцем. Вот палец, который должен стоять здесь. Он почему-то был приварен только в одном месте. И наши друзья, итальянцы или китайцы, немножечко сделали брак. Здесь вот видно, что только в одном месте приварено. А здесь все крашено и даже не тронуто сваркой. Мы же обварим все по кругу и сделаем более качественно. Ложим мокрую тряпку вокруг. Сварим отверстие, чтобы краска как можно меньше обгорела. Вот упорный палец приварен. Теперь необходимо покрасить его и поверхность вокруг, чтобы он не ржавело. И можно установить все на место.
красим в двух сторон, потому что с той стороны тоже выгорела краска. Когда краска подсохнет, можно приступить к монтажу всего оборудования на место. Теперь необходимо приступить к монтажу всей рамы, чтобы не было нигде перекосов. Вот она плотно легла на свое место. Следим за тем, чтобы прокладка, которая находится внизу, на коробке передач, не сместилась, потому что будет подтекать масло. Теперь ставим на место шток, для чего смажем немножко его солидолом и легким постукиванием молотком забьем его на свое место. Шпилька вводится снизу, также чтобы не было никаких перекосов. Теперь необходимо проверить работу коробки передач. Для этого рычаг перемещаем влево и вправо. Это задняя скорость, влево самая последняя нейтраль, вторая и первая. Все работает без заеданий и люфта. Значит, работа провелась не зря. Теперь необходимо установить защиту на ремень сцепления и сверху на коробку передач. И после этого работа может быть закончена в этом направлении. Защитная крышка держится на двух болтах. Один с передней части, второй сбоку. Затягиваем этот болт до упора, чтобы не было люфта. Ставлю на место защитную крышку защиты ремня сцепления. Вот, все на своих местах. Следующим этапом ремонта будет ремонт сошника. Он сломался ниже отверстия, которое было закреплено для регулирования высоты. Я в принципе не пользуюсь, поэтому сначала хорошенько его сварим, потом наложим сверху еще усилительные пластины и хорошенечко обработаем болгаркой. Нужно положить на ровное основание все это хозяйство. И здесь сделаем по бокам две канавки, для того чтобы сварочный шов был глубже и хорошо проварил металл. На 3 мм, 2-3 мм, для того чтобы этот шов заполнился металлом из электродов. То же самое делаем на второй части сошника. После этого можно приступить к провариванию шва. Ложим на ровную поверхность сошник, берем электрод, сварочный аппарат и в путь. Прихватываем две поверхности для того, чтобы они при сварке не сместились. Итак, основная часть сварки выполнена. Необходимо оббить окалину и приступить к наложению усилительных пластин. Теперь нужно немножечко с помощью болгарки почистить швы и удалить лишние наплывы. Вот такой мы сделали ремонт сошника. Может быть не очень красиво, но практично и сильно. В этом месте сошник уже не поломается. Теперь осталось только его покрасить, чтобы он не так быстро ржавел, и померять, как же будет он стоять на нашем аппарате. Немного прикрасим сварочный шов. Все прекрасно стало, ничего не мешает. Есть, конечно, небольшой люфт, но он устраняется путем подтягивания торцевого болта. Теперь осталось проверить наш ремонт на огороде, как же все работает.
Вы посмотрели видео о том, как можно отремонтировать своими руками шток сцепления, переключения. Это делается просто при наличии сварочного аппарата и небольшого умения. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока.